Всем привет, меня зовут Василя. Сегодня свяжем корзинку из трикотажной пряжи с вязаным донышком. Корзинка у меня получилась по донышку 11 сантиметров, высоту 10 сантиметров. Для вязания я использовала трикотажную пряжу. У меня вот такая вот пряжа от фирмы Бисквит. Вы ее можете приобрести со скидкой 10%. Ссылку я оставлю в описании. Здесь идет у нас в моточках 100 метров, ширина нити 7 миллиметров. Также нам понадобится для вязания крючок номер 6. Если вы туго вяжете, то можете взять крючок большего размера. Также вместо вязаного донышка вы можете использовать деревянное донышко. Как его обвязать, у меня есть несколько мастер-классов. Я ссылку также оставлю в описании. Самое главное, это для такого узора нам необходимо четное количество петель. Вяжем донышко, берем крючок номер 6, кладем нить вот таким образом на пальчики, обхватываем крест-накрест, с обратной стороны придерживаем и заводим крючок под первую нить, вторую захватили, вытягиваем, колечко отпустили и данную петельку мы провязываем. Это у нас первый столбик. Всего в колечко необходимо набрать 6 столбиков, значит еще набираем 5. Заводим крючок в колечко, провязываем. Второй будет столбик. Это у нас первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Затягиваем колечко. Далее делаем соединение, вытягиваем петельку. Здесь заводим крючок вот сюда вот, под вот эти вот косички. С обратной стороны заводим. Захватываем петлю и вытягиваем. Далее крючок мы должны ввести в самый первый столбик. Вот он здесь у нас первый столбик. Вот с этой стороны вводим крючок. Вот в первый столбик мы ввели крючок. Накидываем петельку. Берем рабочую нить и затягиваем. Далее захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю. И провязываем столбик. Далее во втором ряду мы будем делать прибавки. В каждую петельку мы будем провязывать по 2 столбика. Вяжем галочками в раскол, то есть крючок мы вводим в центр галочки, вот сюда. И с обратной стороны крючок должен всегда выходить по центру. Вот здесь вот. И в каждый столбик мы провязываем по 2 столбика. Вот у нас здесь есть один столбик. Уже сюда же мы провязываем еще второй столбик. Ниточку на пальчике старайтесь держать таким образом, чтобы у вас вот эта вот бороздка находилась сверху. Тогда у вас будут петельки выходить лицевой стороной. Сюда мы провязываем тоже 2 столбика. Всего во втором ряду должно получиться 12 столбиков. Второй ряд вяжется сложновато, но последующие ряды будут вязаться намного легче. Таким образом довязываем до конца. Провязали второй ряд, во втором ряду 12 столбиков. Если вот здесь вот перевернуть, можно их пересчитать по вот этим вот перемычкам. Их должно быть у вас 12. Далее будем делать соединение, и затем крючок мы будем вводить в первую также петлю. Вот у нас первая петелька, и крючок должен выходить по центру.
Вытягиваем. Крючок заводим вот сюда вот под косичку. Соединение в рядах будет одинаковое. Вытянули. Заводим в первый столбик. Накидываем петельку и затягиваем. Захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю. Провязываем столбик. Данное колечко можно затянуть посильнее. В третьем ряду мы также делаем 6 прибавок, только через один столбик. Вот у нас есть один столбик. В следующую мы провязываем прибавку, первый столбик, и в эту же петлю второй столбик. Далее, после прибавки мы провязываем один столбик. Далее снова 2 столбика. Итак, в третьем ряду должно получиться 18 столбиков. В четвертом ряду мы также делаем 6 прибавок. Прибавки делаем через 2 одинарных столбика. Только здесь уже надо учитывать, что прибавки не вяжутся над прибавками. Где у нас идут одинарные столбики, там мы провязываем прибавку. Здесь мы провязываем еще один столбик. Далее вот у нас идет прибавка. Здесь мы провязываем по одному столбику. Далее, после 2 столбиков мы провязываем прибавку. В четвертом ряду уже должно получиться 24 столбика. В пятом ряду у нас между прибавками будет уже идти по 3 одинарных столбика. И не забываем, прибавки над прибавками не вяжутся. Вот у нас здесь прибавка идет. Провязали здесь один столбик. В следующую провязываем еще один столбик. Здесь также провязываем одинарный столбик. И в следующую мы делаем прибавку. Прибавки вяжем, где идут одинарные столбики. Далее 3 одинарных столбика и снова прибавка. Вот таким образом довязываем до конца 5-й ряд. В 5-м ряду будет уже 30 столбиков. И последующие ряды вяжем самостоятельно. Просто в каждом ряду у нас между прибавками прибавляется по одному столбику. Допустим, в 6-м ряду уже будет между прибавками 4 одинарных столбика. Вот я провязала круг, у меня здесь 5 рядов. Если вы хотите больше, то продолжайте дальше вязать. У меня круг получился размером 11,5 сантиметров. Сейчас мы сделаем соединение и перейдем к стеночкам. Заводим крючок под косичку, вытягиваем, заводим крючок вот сюда, вот между двумя нитями. С этой стороны у нас идут вот перемычки. Заводим крючок под перемычку,
накидываем петельку и затягиваем. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. Далее весь первый ряд мы вяжем столбиками без накида. Для этого заводим крючок, захватываем верхнюю дужку косички и крючок вводим под перемычку. И провязываем столбик. Не забывайте, у вас ниточка лежит бороздка кверху. Верхнюю дужку косички под перемычку. И так провязываем до конца первый ряд. Делаем соединение. Заводим крючок вот сюда под косичку. Вытягиваем петлю. Крючок заводим между столбиками. И данную петельку мы выводим вперед. Петельку эту не провязываем. Мы опускаемся вот сюда вот вниз, вот предыдущий столбик, и крючок заводим в основание столбика. Вот сюда вот вниз. Захватываем и вытягиваем петлю. Далее провязываем 2 петельки на крючке вместе. Далее снова заводим между двумя столбиками. Вытянули, не провязываем, опускаемся вниз в основание предыдущего столбика. Захватываем, вытянули. На крючке у нас 3 петли, их все вместе провязываем. Далее в следующую, в основание предыдущего столбика. Провязываем. Если у вас где-то нить вышла бороздкой, поэтому можете вот здесь вот поправить. Старайтесь всегда ниточку ложить вот таким образом, и тогда она у вас будет выходить лицевой стороной. Вот таким образом довязываем до конца. Провязали второй ряд, ниточку обрезаем, так как следующий ряд я буду вязать уже другим цветом. Вытягиваем ее. Следующий ряд мы вяжем другим цветом. Нить можно вводить в любом месте. Берем нить, заводим крючок вот сюда. Вытягиваем петельку, кончик нити укладываем вдоль вязания и провязывать будем вместе. Далее вытянули петельку, мы ее не провязываем. Далее возвращаемся назад. Вот у нас идет галочка. Вниз вот сюда вот мы вводим крючок в основание. Вытягиваем и провязываем. Далее вводим крючок в следующую петлю.
вытянули. Далее возвращаемся назад. Петельки вытягивайте хорошо и провязываем. Вот я провязала третий ряд. Сейчас покажу, как сделать соединение, если вы следующий ряд будете вязать таким же цветом. Вытягиваете, заводите также под косичку крючок. Заводите крючок между столбиками. Данную петельку вытягиваете. И крючок заводите, возвращаясь на ряд ниже, вот сюда вот. Вот он, у нас столбик идет. Сюда вернулись, вытягиваете, провязали. И далее точно так же заводите следующую петельку на ряд ниже. И вот таким образом провязываете следующие ряды. Далее провязываем самостоятельно. И я в конце покажу, как обвязать край. Я провязала 7 рядов. И теперь делаем обвязку края. Вытягиваем петлю, заводим также под косичку. Между столбиками петельку вытягиваем вперед. Крючок заводим в следующую петлю, вытянули и провязываем соединительный столбик. Далее в следующую и так по всему краю.